Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете в апреле? Что уйдет из вашей жизни, завершится, а что придет взамен? Апрель несет важные перемены, и в этом раскладе мы с вами рассмотрим некоторые позиции. Так что же завершается? Завершается в апреле. Может быть, это какая-то данность, которую, как вы доведете до ума, или вы уже какое-то дело даже сами, да, уже будете хотеть завершить, чтобы, это больше не повторялось. Но что приходит внезапно? Что для вас будет неожиданно? Такой вопрос мы зададим картам. И что нового идет в вашу жизнь в апреле месяце? Вот давайте с вами узнаем. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и, конечно, здравого смысла. Куда без него? Давайте переложим, и как раз карты пасьянса старинного цыганского нам расскажут и покажут, какие события скоро произойдут. Может быть, мы чего-то не видим, может быть, пока вы даже не предполагаете. Тем не менее, это произойдет и случится. Пытаюсь разложить карты так, чтобы не отсвечивало. Ладно. Так что же там скоро случится или произойдет? Смотрите. У вас совпадает книга открытая. Это всегда учреждения. Могут быть учреждения у кого-то образования, у кого-то важные согласования, вопросы работы, или просто важные бумаги, или без бумаг вам нужно получить ту или иную консультацию официальных лиц. Может быть, действительно вы что-то согласовывать будете, с кем-то иметь контакты. Это всегда дает открытая книга некоторые знания нам. И у вас благополучие. Вот для вашего благополучия, может быть, будет необходимо провести вот эти согласования или когда добыть какую-то информацию. Но вообще, когда выпадает голубь, это, знаете, это благополучие такое, хочется сказать, в квадрате. Даже если у вас сейчас что-то идет не очень хорошо или не так, как вы хотите, то явно все равно есть тенденция к тому, чтобы все это было стабилизировано. Закончится хорошо, будем говорить, вы останетесь довольны. И где-то дополняет мои слова якорь. Якорь – это как надежный тыл. Это наша уверенность. Это прочное положение. Вот для вас, и я должна сказать, что планетарно ведь это тоже так. Тем более, смотрите, до 26 апреля планета Уран, которая как раз инновационно-революционная, которая нам приносит эти перемены, причем в каком-то новом формате, который без приглашения врываются в нашу жизнь. Так вот, это последний заключительный такой штрих или реверанс Урана в знаке Телец. И, мои дорогие, вы можете кто-то подумать, зачем ты мне про Тельца рассказываешь? Но я сейчас объясню, потому что именно вот это последние шаги в знаке, или вот эти реверансы, как прощание Урана с Тельцом, можно так сказать, обустраивают в сторону благополучия. Все какие-то параметры жизни, которые присутствуют в знаках зодиака, стихии Земли. А вы тоже, как и Телец, знак зодиака, стихии именно Земли, но также еще и воды. Вот чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Поэтому для вас может быть каким-то решающим месяцем. Но надо быть осмотрительным. Смотрите, выпадает маска. Маска – это всегда как скрытый враг. Или какая-то персона, которая умело на себя надевает маски. Может быть, и вам где-то карта говорит, значение карты. Приготовься, Скорпион, тут не все однозначно. Люди транслируют одно, делают другое. Говорят что-то приятное, может быть, заведомо. То, что приятно уху слышать. То, что нас где-то расслабляет. Где-то нивелирует нашу бдительность. Но на самом деле человек может задумать что-то другое. За вами могут наблюдать, ничего не говоря. Поэтому, как и по работе, а иногда это банально, может быть, это где-то связано с более ближайшим окружением. Друзья, соседи, коллеги, мои дорогие, будьте осмотрительны. Здесь может быть какая-то новость, потому что молния у вас еще выпадает. Это молниеносное известие. И у кого с чем связано? У кого-то банально, это как в средствах массовой информации, что-то вы услышите, а вам, скорее всего, это придется как-то переложить на свою жизнь, не упустить. Но имеет значение какая-то информация или для ваших планов, или для последующих каких-то свершений. Здесь может быть даже, смотрите,
необходимость куда-то поехать, потому что вы получите одно известие. И это дает для вас, ну, как открытый путь. Вот мне хочется сказать, или какую-то возможность оформить документ. Вполне вероятно, у вас уже где-то это было в планах. И здесь вы приступите к реализации. Может быть, вот эту важную бумагу, как важную встречу осуществить, с кем-то договориться, а потом что-то подписать, получить. Ну вот как этот документ. Все-таки у нас здесь письмо и сургучная печать. Хоть, конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть как сообщение в мессенджерах, это может быть СМС, это может быть важный разговор, может быть по телефону. Но я тут больше вижу именно материальный какой-то объект. Тем более у вас выпадает открытая книга. И мы с вами говорили о том, что ну, какие-то инстанции в течение апреля они будут присутствовать. И, видимо, тут просто у кого какая конфигурация. У кого-то это может быть связано с личной жизнью, как важная бумага. А у кого-то личная жизнь, но в плане дома, может быть, да, возможного переезда или, ну, какого-то путешествия или какой-то важной встречи. Почему я так говорю? Потому что у вас бокал, гости, либо вы в гости, либо к вам гости. Какие-то согласования могут быть. Правда, важные контакты будут, и будут вот именно деловое какое-то партнерство, это точно. И значит, на последующий период, может быть, и необходимо вам какие-то договоренности осуществить и подкрепить это документально. Вот я этого не исключаю. У вас, мои дорогие любимые козероги, смотрите, тут не просто период благополучия, как мы сказали. Понятно, почему у нас и маска. Тут самому маску за пазухой, повторяюсь, для вас будет очень важно. Не все люди братья, примите это к сведению, у вас солнце. Выбор правильного направления. Это символ ясности. Но иногда это символ нашего эго. Когда мы хотим именно так, а по-другому мы не хотим. А здесь что-то такое вибрирующее. Здесь, когда нужно держать, знаете, вот этот баланс, равновесие, как будто бы ни вправо, ни влево, а именно в нейтралитете. О себе не сболтнуть больше, чем следует, не рассказать, к примеру. И это на протяжении апреля. Сохранять себя, мои дорогие. Потому что вот вам, как божественной силой, дается период апреля для того, чтобы что-то стабилизировать в своей жизни, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Вот в данном случае действительно Уран работает вам в плюс. Но это не расслабишься. И на самом деле у кого-то, смотрите, это я почему перемещаю, напомню, в нашем пасьянсе мы можем складывать в крайних рядах карты по горизонтали и по вертикали. Вопросы дома, жилья, где вы находитесь теперь или ваши планы, где вы планируете находиться. Тут действительно для кого-то это будет связано с недвижимостью или местом вашего пребывания или планируемого. И так что мы можем еще для козерогов соединить. Смотрю, пока не вижу. Пойдем с вами дальше. Давайте узнаем. Так что же завершается? Или от чего вы отказываетесь сами завершаете, подводите уже как какой-то демаркационной линии, когда вы не хотите чем-то заниматься. Ну, или по судьбе у нас получается, как мы говорим, да? Вот такие обстоятельства. Так что же скоро у вас завершается? Что уйдет, мои дорогие козероги, для вас? А ведь и правда, по тузу жезлов мы получаем какую-то новость, которая делит нашу жизнь на период до и после. Будьте к этому готовы. Всегда это возможность. Пусть это оказия, удобный момент. Пусть это даже приходит к вам через какой-то внутренний инсайт. Когда вот как озарение, почему нет? Раньше мы думали одно, а теперь мы услышали новость или получили бумагу, или и бумагу получили, и вокруг вот что-то складывается, как в обстоятельствах, и вот этот пазл вы сами складываете, понимаете, о, вот прямо сейчас нужно действовать, вот сейчас мне нужно что-то видоизменить, а потом я могу опоздать. Вот будьте внимательны к таким знакам, потому что это возможность или шанс, пусть избитое слово, да, часто говорим мы об этом, но ведь это правда на уровне нашего подсознания и души, может быть, на уровне наших желаний. Не упустить какую-то добрую возможность, потому что это есть вот именно в апреле месяце. А потом, знаете, как будет поздно.
Вот тут чем-то воспользоваться, и начало может быть именно положено как внутренний инсайт, или когда вы какой-то пазл складываете. Вы действовать можете, смотрите. Может быть, это для кого-то из вас вопросы, связанные с домом, домочадцами. Иногда вот именно по кубковым картам персональным проходят наши близкие. У кого-то история любви. Иногда это история ожидания. Вот ожидание, как вынужденное, или, как знаете, мы находились в каком-то, может быть, или местности в какой-то, или в конкретном месте, или наше в целом положение было таково, что мы не могли действовать, потому что было много условностей, каких-то «но». Вот теперь это заканчивается. Здесь как тысячи дорог смогут сойтись в одной точке, и время действовать, время активности. Опять же, где-то карта говорит, да, у кого-то это может быть даже принятие важного решения в отношении конкретного человека. Я не исключаю, что это может быть какая-то ситуация, которая граничит с важными документами, опять же. Может быть, с конкретным человеком, даже который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, вообще карта эксперта. Может быть, конкретный вопрос, который вам придется и согласовывать, и с кем-то встречаться, и еще одновременно, как подписать какую-то бумагу в высоких инстанциях. Для кого-то это может означать юрист-адвокат, вам нужно понимать, как вы будете действовать дальше. Здесь может быть это вот как что уходит, какой-то короткий период, когда вам придется воспользоваться консультацией специалиста. По этой карте идут именно эксперты, как я сказала, специалисты, юристы, адвокаты, чиновники, те люди, которые работают по приказу, и вам придется что-то вот как уравновесить, с кем-то договориться. Будьте к этому готовы. Здесь через лояльность, мои дорогие, через не настаивать вот да, как-то на своем видении или на своей только позиции, а быть готовым к компромиссу с каким-то человеком. Пусть это будет официальное лицо или какая-то знаковая для вас персона по личной жизни, но, видимо, среднее арифметическое это точно вам придется находить. Я должна сказать, обратите внимание, две королевы. В моем раскладе всегда я говорю, когда две королевы и больше. Это люди за вами наблюдают. И пусть одна королева больше олицетворяет вас самих, потому что королева Пентаклей. Это конкретно наше благополучие, это наши достижения, это наши планы, поскольку это единственная карта в колоде. Тот человек, олицетворение того человека, который из какого-то хаоса, неразберихи умеет отстроить порядок. Вот вам придется отстраивать какой-то новый порядок. Компромисс неизбежен. Но все же две королевы. Сплетни, мои дорогие. И вот эта маска. Это все то, что я уже не повторяюсь. Я говорила, и есть осторожность. Но где-то это и компромисс. О себе много не рассказывать. Вот я вижу так. Но как-то не очень понятно, поэтому давайте мы еще перемешаю колоду. Что уйдет, с чем это связано. Хотя это, правда, больше может, как с одной стороны, личная жизнь, но ведь и деньги, опять же. Может быть, это какое-то партнерство, что уйдет. Партнерство, которое взаимодействие есть и общение, может быть, и личная жизнь, а может быть, еще и конкретно гроши, деньги. Пятерка жезлов, карта информационного хаоса. Вот хаос уходит, это уже благо. Вы знаете, тут может человек изменить свое мнение. У человека тоже может что-то поменяться. Возможно, и вы сами поменяете. Ну, к примеру, вы даже могли прежде отказаться от каких-то контактов. Все-таки у нас 3 карты персональные. Поэтому тут могут быть любые люди. Вы отказались, к примеру, рассматривать какой-то вариант. Вот давайте так в целом скажем, чтобы суммировать. А вы перекладываете на свою сферу жизни, где это у вас откликается. Так вот, вы от чего-то могли отказаться, а здесь все-таки туз жезлов нам говорит о шансе. И я должна сказать, тут без компромисса никак не пойдет. Тут надо что-то использовать в новом ключе. То, что для вас где-то может отдаленно напоминать прежнюю неразбериху. Неразбериха, тем не менее, заканчивается. Но вот этот шанс, вот он такой
нечеткий, не ясно пока выраженный, но сама по себе вот это какая-то путаница или наше представление о ком-то, о каких-то контактах, скорее всего, тут будет пересмотрено. Здесь может быть в вашу сторону какая-то лояльность вот именно высказана, или что-то вас в определенный момент в апреле вдохновит, мои дорогие, радостная новость будет, и вы можете принять решение, что нет, меня сейчас это вдохновляет, я вижу какой-то вариант, и вам захочется попробовать, и я бы сказала, это для вас может быть именно шансом каким-то. Поэтому будьте готовы к этому компромиссу, или, может быть, ну, какой-то нейтралитет даже с тем человеком, который для вас вот как не изучен, непонятен. И вы знаете, сильная ваша позиция будет в том, что вы видите в разных плоскостях какую-то личность. Вы понимаете, с одной стороны, даже, внимание, ненадежность какого-то человека или его как будто вибрации, когда он может и так, а может и эдак. Но для себя, вот знаете, вот, наверное, шанс, да, по-другому и не скажешь. Вот есть какая-то зацепка, когда, ну, стоит это попробовать. И вы, скорее всего, можете решиться на такой аккуратный, точечный маневр, потому что вы в этом увидите смысл. Так а что же уходит, что завершается? Смотрите, денежная карта. И карта будет говорить о том, что, может быть, было много прежде работы. Может быть, это будет в апреле получение финансов. Вот, кстати, у кого-то может проиграться именно по финансам. Может быть, в целом и у нас время перемен. А если мы говорим об Уране в Тельце, это ведь в Телец знаменует перемены, связанные с чем? С территориями. Все-таки Телец – это территория. С финансами. И мы ожидаем как раз, что здесь многие даже как бы финансовые институты могут перестраиваться, или система взаиморасчетов. Может быть, кому-то и приходится, да, маневрировать, потому что нужно, ну вот реальность такова, что мне нужно как-то выстроить новую систему, может быть, финансовой безопасности. И тут и изучить это нужно, тут и пока согласиться на что-то нужно, потому что завтра еще, ну, что-то невозможно просчитать. Вот именно на это будущее. Потому как вы можете чувствовать, что вот именно по финансам чуйка ваша может сработать, что возможен какой-то альтернативный вариант. Сказать себе, что да, я не знаю, что же это конкретно, но хочется подушку безопасности, вот этот якорь, все-таки для себя проложить. Вы будете готовы к этому маневру. Как вот попробовать именно потому, что не упустить какую-то возможность, и это может быть связано с заработками. С заработками, с деньгами или деньги через партнерство. Вот такое что-то у вас может быть. Но явно вас что-то заинтересует. Сильная позиция, наверное, ваша будет в том, что вам самим придется быть вот этим королем мечей, когда рационализм, холодное решение, которое касаемо финансов, совершенно необходимо, потому что где-то карта подсказывает вибрирующее число 9, что вы на пороге перемен. Вот эта чуйка может вас работать. Ладно, давайте рассмотрим, что для вас неожиданно, что вы не предполагаете. Потому что здесь, ну так, сам по себе наш как расклад, да, именно в этой позиции, не имеет каких-то четких граней. Итак, что для козерогов, ну, две карты, ладно, пусть так будет. Что для козерогов внезапно, неожиданно? А вот смотрите, карта доброй трансформации, вот я часто говорю по 8 жезлов. 1000 дорог сходятся в одной точке. Может быть, это известие действительно от какого-то человека, решение какого-то человека. Судя по королю кубков, это тот, кого вы знаете. Это может быть близкий человек, любимый человек. Может быть, это даже партнер. Потому что в основном как бы две стихии объединяет король кубков. Так вот в этом он похож на мага. Потому что как и стихия чувств, так и стихия материальная, материализм. Может быть, это конкретная взаимосвязь с каким-то человеком, которому вы прежде долго помогали. Может быть, это решение, да, человека, что он сам вот теперь как-то продумывает свою траекторию, и это каким-то образом будет оказывать влияние на вашу материальную сферу или на финансовую сферу.
Понимаете, тут вам самим, наверное, будет неожиданно, когда вам придется как разделять, не пропускать что-то через эмоции. А знаете, мы и не должны как в сухаря превратиться, да, или стать такими прожженными прагматиками, да, которые говорят, нет, вот есть вот материализм, баста, то есть на этом ставлю точку, нет. Король кубков умеет правильно переключаться между эмоциями, он умеет дарить любовь и принимать любовь, но он умеет выключать эти эмоции, когда вопросы касаются материальных благ. Поэтому тут какое-то внезапное сведение, внезапное известие, какая-то возможность. Это то, что мы не можем отложить на потом. Мы должны действовать сегодня, прямо сейчас. И да, вам кому-то из вас, посмотрите, придется, возможно, куда-то даже поехать или начать продумывать какую-то свою стратегию, тактику или планировать, пытаться перестроить самого себя на длительный период времени, что будет внезапно. Вы можете понять, что для вашей жизни какая-то стихия, которая касается, ну, стихия имею в виду как энергия, может быть связана с чувствами, а может быть с миром материальным, все то, что я говорила, сейчас как завершается, внезапно завершается. Отшельник. Люблю эту карту, потому что никто не мешает. Вот вам никто не мешает. Вы можете понять, что именно сейчас для вас какой-то удобный момент переложить эту возможность на более длительный период, осуществить какое-то свое намерение. Но как будто пройти в одиночку придется. Кстати, я говорила, не рассказывайте о себе много. Очень перекликается эта карта именно со значением маска. Ведь это карта независимости. Это философ, ему все равно, кто там что думает. Да, он чрезвычайно осторожен. И по преданию, обратите внимание, фонарь – прообраз нашей интуиции, наше подсознание. И включается эта интуиция, фонарь, ровно тогда, когда надо. Включился фонарь у отшельника, и что он видит? Змея на дороге. Но это где-то очень близко к маске. Поэтому будьте осторожны. Слушайте, может быть, подсказки собственной души. Может быть, вам придется, будьте к этому готовы, что внезапно, что вас удивит, действовать так, как вы этого не предполагали. А для кого-то из вас, мои дорогие козероги, вам придется, может быть, в одиночку отправиться в какое-то путешествие, в разведку. Точно? Это уже, знаете, новые энергии на пороге. Шут, а это у нас колода Чиро Маркетти, удивительным образом он прорисовал этот персонаж. Удивительный шут. Он едва ли не могущественнее мага, потому что он жонглирует всем зодиаком. Вот и вам придется лавировать, это вас может удивлять, вам придется подстраиваться. Да, тут вот не обойдешься без этого рационализма холодных энергий, потому что сейчас как будто не до эмоций. Но, тем не менее, не превратиться в прожженного прагматика не случайно, вот что удивит. Может быть, это вы себя сами удивите, когда вы правильно будете вот разграничивать. И есть эмоции, и я их берегу, потому что это очень важная составляющая в моей жизни. Но есть еще тысяча каких-то неопределенностей. Ведь иногда мы говорим по этой карте хаос перед началом творения. И тут у вас два старших аркана. А предыдущая карта нам говорит о чем? Что-то изящно завершается. Изящно имеется в виду, ну, как-то, знаете, без напряжения, без того, что мы о чем-то сожалеем, или без того, что мы хотим за это сами зацепиться и удержать. Нет, у вас энергии таковы, что вы можете даже удивиться, мои дорогие, тому, как вы легко от чего-то сами откажетесь. И следом два старших аркана. Вот тут действительно какие-то совершенно новые поступки, новые решения, новые горизонты, потому что это важно вам. Но вот этот хаос перед началом творения нам как будто неизбежно придется пройти. Прежде чем что-то, может быть, и в мире у кого-то будет импонировать именно с внешней обстановкой или внешними обстоятельствами. Меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то именно вокруг тысяча неопределенностей, когда, тем не менее, вроде и действовать надо, но очень осмотрительно. Поэтому вот такие внезапности где-то вам обеспечены. Вам будет удивительно, вот, наверное, самое главное, как может быть решение конкретного человека, но больше вас удивит именно ваши действия, ход ваших мыслей.
Что придет взамен? Хочется узнать, что нового идет в вашу жизнь, чего вы не видите, а все же это случится в апреле месяце. Что нового? Новые энергии для козерогов. Итак, что придет взамен? Я говорила, да, какая-то история, которая может быть взаимосвязана межличностной договоренности, отношения, партнерские отношения и одновременно финансовый интерес. Восьмерка Пентаклей. Опять же, Чиро Маркетти прорисовал очень мудро. Обратите внимание, нам показан тот человек, который, это, кстати, одна из лучших карт в колоде Таро на работу и на деньги. И здесь нам говорят о том человеке, который отчасти заработался. Не случайно вроде как книги, да, нам представлены на карте. И уже большую работу выполнил человек. Но вот, я надеюсь, это видно почему-то. Книги, стопка книг, причем явно перечитанных многократно, то есть это какие-то знания. И вот выполненная работа такая глобальная, которая, может быть, граничит с усталостью, но это тот человек, который себя, может быть, и вынужденно поставил в определенные рамки, потому что должен много работать, должен много трудиться. Но вот эта карта того профессионала, который на какое-то время забыл о себе, а сейчас судьба, пространство, вселенная напоминаниями какими-то о ваших желаниях дает новую возможность, и вам придется вот как будто стряхнуть пыль с ваших прежних планов, с вашей мечты, убрать вот эту паутину, может быть, как с прежних знаний. Здесь у нас как реальность, мои дорогие, преломляется, по крайней мере для вас, когда были мы на одном каком-то уровне нашего благополучия, или когда мы строим карьеру, например, конкретно, когда мы улучшаем нашу жизнь, иными словами, переходим на новый уровень. Или мы перестаем, знаете, как в какой-то рутине находиться, потому что перед нами открываются новые горизонты. Кстати, по этой карте это как будто был один доход, а теперь наша задача преувеличить этот доход. И это что нового идет в вашу жизнь? Возможности. Но это будет зависеть отчасти, как соединяются ваши желания и, может быть, получение конкретной информации или документа. Или наше понимание. Я очень часто говорю, выход из лабиринта. Ну, наверное, больше карт не достаю. Карта мага. Маг – это тот, который старший аркан. Это тот, который практик. Да, не назовешь душкой, да, или тем человеком, который, ну, легко поддается эмоциям. Все-таки аркан мага тут не про эмоции ни разу. Но это и не про магию. Это именно про какую-то очень продуманную активность, которая, тем не менее, строится на контактах тоже. Те контакты, которые... Для него нет ничего невозможного. Ведь две карты у вас независимого человека, как отшельник, так и маг. И они где-то перекликаются в том, что любой из этих персонажей надеется сам на себя. Но вот эта ресурсность, как у мага, все стихии в руках. Вот у вас какой-то красивый сюжет, красивый пазл может на самом деле сложиться. И это что нового идет? У вас как пространство Вселенная наделяет вот такими энергиями, может быть, с кем-то договориться, провести какие-то сложные параллели. Вот я этого не исключаю, потому что вот именно вот этот шанс, который будет касаться какой-то вашей мечты, прежней задумки. Действовать придется самому. Да, восьмерка Пентаклей говорит о том, что именно от ваших действий будет зависеть исполнение вашего желания. Но маг, он очень хладнокровен. И, видимо, я все же представляю для вас апрель месяц, который будет необходимо. Вот эти новые энергии, когда и есть, что нужно отпускать. То, что уже не повторится. То, что уже, в принципе, не имеет какого-то значения. Но это могут быть контакты с теми людьми даже, в ком вы прежде сомневались. И вам придется искать компромисс, все-таки карта мага. Или потому что в этот период времени апрельский для вас создается, как, знаете, какая-то красивая комбинация, когда действовать придется, как этот маг, как-то по-другому. Потому что это для кого-то даже так единственный выход. Или именно на единственно правильное
решение и выход из сложной ситуации или из лабиринта. Вообще шикарно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Вы люди надежные, вы люди сильные. Ну, наверное, апрель месяц. И вот этот транзит, последний, завершающий уже, да, месяц, когда Уран в Тельце, вам действительно помогает через новые энергии обустроить свои тылы, свое благополучие и, более того, стабилизировать финансовую ситуацию на последующий период. И я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, благодарю вас за вашу помощь и поддержку моему творчеству, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, мои дорогие козероги, будьте любимы всегда, пусть исполняются ваши желания и мечты.